Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим торт Наполеон. Наполеон можно приготовить по разным рецептам, и все они найдут своего почитателя. В этом видео я предлагаю приготовить торт Наполеон с хрустящими тонкими коржами, которые очень легко готовятся, и нежным ароматным кремом на йогурте. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала приготовим тесто. В миску насыпаем 400 грамм муки, 1 чайную ложку сахара и щепотку соли. Все перемешиваем. Сюда же кладем 300 грамм холодного сливочного масла, нарезанного кубиками. Муку с маслом перетираем руками до крупной крошки. Перетирать нужно как можно быстрее, чтобы масло не растопилось от тепла рук. В отдельную миску разбиваем одно яйцо. Наливаем 110 грамм холодной воды и добавляем 1 чайную ложку уксуса. Все перемешиваем до однородности. Приготовленную жидкость наливаем в масляно-мучную крошку. Тесто перемешиваем руками быстро и недолго. Должно получиться мягкое тесто. Если тесто получилось недостаточно густым, то нужно добавить еще немного муки и опять быстро вымешать. Тесто накрываем крышкой и ставим в холодильник настаиваться минимум на 3 часа. Я поставила на ночь. Тесто настоялось, отрезаем от него небольшой кусок. Кладем кусочек теста на пергаментную бумагу, немного посыпанную мукой. Раскатываем тесто в тонкий пласт. Вырезаем круг. Я вырезаю круг с помощью раздвижного кулинарного кольца. Также круг можно вырезать крышкой от кастрюли или с помощью любого другого круглого предмета и ножа. Лишнее тесто убираем. Тесто накалываем вилкой. Пергаментный лист вместе с тестом перекладываем на противень. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем приблизительно 8-9 минут. Смотрите по своей духовке. Учитывайте, что при выпечке коржи уменьшаются в диаметре. Я вырезала коржи диаметром 21 см. После выпечки диаметр уменьшился до 19 см. Таким методом выпекаем все коржи. Из этого количества теста у меня получилось 14 коржей. Готовим крем для торта. В сотейник наливаем 520 грамм йогурта с клубничным наполнителем. Разбиваем 3 яйца. Насыпаем 75 грамм сахара и 45 грамм крахмала. Все перемешиваем до однородности. Йогурт можно использовать с любым наполнителем по вашему вкусу, например, персиковый, черничный или вишневый. Все ставим на огонь. Варим смесь, постоянно перемешивая венчиком на среднем огне. Перемешивать нужно обязательно, чтобы крем не пригорел ко дну и в нем не образовались комочки. Когда смесь закипит, варим еще примерно 30 секунд и снимаем с огня. Чтобы заварная основа быстрее остыла и не заветривалась, перекладываем ее в миску и накрываем пищевой пленкой в контакт. Оставляем остывать. Заварная основа остыла. Готовим крем дальше. В отдельную миску кладем 220 грамм мягкого сливочного масла. Взбиваем его миксером до побеления, примерно 2 минуты. Во взбитое сливочное масло в 3 подхода наливаем 220 грамм сгущенного молока, после каждого раза взбивая. Сливочное масло и сгущенное молоко должны быть одинаковой комнатной температуры. Заварная основа остыла до комнатной температуры, снимаем с нее пленку и взбиваем ее немного миксером. В подготовленную масляную смесь добавляем небольшими порциями заварную основу. После каждого добавления взбиваем крем миксером. Крем готов. Складываем торт. 2 коржа оставляем для украшения, а из остальных коржей собираем торт. Кладем корж и смазываем его приготовленным кремом. Накрываем следующим коржом. Опять смазываем кремом. Таким методом складываем весь торт. Рассчитывайте крем так, чтобы 3-4 столовых ложки крема осталось для украшения. Сверху торт накрываем доской, чтобы он получился ровный. Ставим торт в холодильник настаиваться примерно на 4 часа, можно дольше. Торт настоялся. Если нужно, обрезаем неровные края. Сверху и по бокам торт смазываем оставшимся кремом. Также на моем канале есть и другие рецепты вкусных тортов. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. 2 оставшихся коржа ломаем и кладем в измельчитель.
Все измельчаем в мелкую крошку. Подготовленной крошкой посыпаем торт сверху и по бокам. Готовый торт переставляем на блюдо и подаем на стол. Торт Наполеон с йогуртовым кремом получился вкусным и ароматным за счет крема. Готовится такой торт несложно. Обязательно приготовьте такой торт, я думаю, вам он тоже понравится. Если вам понравился такой рецепт торта, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.